Если вам интересен трейдинг, то welcome, интересуйтесь и делайте это. Понимайте при этом, что в этой игре мат ожидания не на вашей стороне, как у трейдера. Ваш путь не к тому, чтобы стать трейдером и лежать там около бассейна, да, и делочки открывать. Это иллюзия. Если вы трейдер, то ваша конечная точка в этом пути — это в идеале открыть свою компанию брокерскую, где вы будете давать трейдерам возможность торговать. Тогда вы можете рассчитывать на какую-то стабильность. Друзья, добро пожаловать на подкаст No Bullshit «Бизнес без прикрас», на котором мы говорим о реальных проблемах бизнеса и как их решать. Я прошу вас не забывать подписываться на канал, ставить лайки и комментировать, чтобы другие предприниматели тоже могли увидеть этот контент. И второе, прошу вас не забывать подписываться на наш телеграм-канал, где мы делимся дополнительными материалами к каждому из подкастов, а также мы рассказываем о том, как строим свой бизнес. Итак, сегодня с нами Роман Гаранин, фаундер и SEO компании Your FinTech, а также фаундер комьюнити Dealers Connect. Рома, я очень рад тебя видеть. Взаимно. Спасибо за приглашение. Очень рад. Я бы попросил тебя рассказать коротко о своей истории, как ты пришел к текущему моменту, немножечко такого бэкграунда. Да, я в 2 словах расскажу, чем мы занимаемся и, соответственно, как до этого дошли. Значит, компания YoFintech имеет 2 направления основных. Первое — это риск-менеджмент для финансовых компаний, включая брокерские компании, криптобиржи, проп-трейдинг компании. И второе направление — это технологии для трейдинг-технологий, включая торговые платформы, автоматические риск-менеджмент-системы, CRM и так далее. Соответственно, как мы к этому пришли? В целом, в 2010 году я попал в индустрию. Это была компания Альпари. На тот момент была, наверное, топ-5 в мире по оборотам и так далее. Тогда это была, наверное, золотая эра брокерских компаний, такого вообще, в принципе, ритейлового трейдинга. Казалось, что все возможно, и компании просто росли как на дрожжах. За эти 15 лет очень много чего поменялось. Я, соответственно, попал как просто консультант в индустрию. Единственное, что я знал, наверное, это только название индустрии, то есть ничего другого об этом не знал. Ну и вот постепенно продвигался вперед. Меня очень интересовала тема того, как трейдеры вообще зарабатывают на рынке. Я пытался приблизиться к тем позициям, которые имеют доступ к позициям трейдеров и так далее. Мне всегда очень было интересно понять и раскусить вот этот способ, как вообще кто-то может зарабатывать на рынке и не зависеть ни от кого, ни от работы, ни еще ни от чего-то другого. Вот. Спойлерить не буду, но просто скажу, что до сих пор я не нашел этого ответа на этот вопрос. Вот. И стабильно все-таки зарабатывать на высокорискованных рынках — это достаточно сложный процесс. Вот. В процессе своих изысканий я сменил несколько функций в рамках финансовых компаний. Пришел в риск-менеджмент через, наверное, год-полтора, вот, и все время, в принципе, там был. Занимался тем, что писал логику торговых движков, логику риск-менеджмент, мониторингов, и, в общем, все, что связано с рисками финансовых компаний, в целом с математикой финансовых компаний. Прошел этот путь там несколько раз в разных местах. Вот, наверное, лет 8 я посвятил вот такой работе, глубокой работе, скажем, в рамках нескольких больших компаний. Вот, и где-то 18-19 год
когда, ну, примерно как раз это совпало с ковидом, получилось так, что я начал заниматься проектной деятельностью, потому что, скажем, мои интересы вышли за рамки одного какого-то отдельного проекта. Вот, значит, соответственно, мы делали риск-менеджмент, мы делали продукты торговые. Я по факту продавал свое время нескольким компаниям. Это было ну, достаточно высокомаржинально с точки зрения там, доходов стандартного обычного сотрудника наемного, вот, но забирало очень много энергии, потому что если ты хочешь делать что-то большое, ты не можешь делать полсилы в одном месте, в полсилы в другом и так далее. То есть это занимает много энергии, и ты не можешь быть успешным, потому что рядом с тобой находятся люди, которые полностью отдаются, а ты отдаешься там наполовину. И всегда это вызывает какой-то дисбаланс, вызывает какие-то вопросы, проблемы и так далее. И ты не можешь сам даже раскрыть свой потенциал. Соответственно, передо мной стал выбор. В то же время владелец одного из проектов, с которым я сотрудничал, он предложил мне общий проект. Это был такой необанк, я бы сказал, на крипте. То есть это то, что сейчас делает Revolut, такой lifestyle-app, но при этом на блокчейне. Вот. И это был классный проект, в котором мы видели будущего единорога. Я уверен, что он когда-то им станет. Но наступил 22 год, очень большие коррективы внес и в мою жизнь, и в жизнь всей команды, которая у нас была. Какое-то время мы пытались это поддерживать на таком энтузиазме, несмотря на всю окружающую нашу ситуацию. Через, наверное, какое-то время я вышел из проекта после начала войны, и поскольку у меня никогда не было проблем с тем, чтобы применить как-то себя и свои знания, то есть там постоянно кто-то обращался, с какими-то запросами о помощи. Я приземлил немножко свои амбиции в целом, то есть от единорога, от какой-то истории большой в будущем я пошел в относительно реальный сектор экономики, который по факту заключался в том, чтобы просто продавать свою экспертизу тем, кому она нужна здесь и сейчас, и монетизировать ее здесь и сейчас. Таким образом родился YoFintech, это был конец 22 года, начало 23-го. Достаточно быстро у нас выросла клиентская база, ну, это по факту B2B бизнес, здесь не так сложно это сделать, поэтому сразу набрал команду, и вместо того, чтобы там, продавать свое время, начал продавать время и экспертизу себя и своей команды. Таким образом, мы смогли выстроить достаточно быстро кэшфлоу, после этого начали инвестировать в свои собственные разработки. Все, в принципе, что мы зарабатывали, практически реинвестировали, собрали команду IT, сделали торговую платформу, одну из самых, на мой взгляд, эффективных на рынке, сделали на современных технологиях, сделали ее на Rust. Rust — это такой язык, который может сравниться по эффективности с C++, при этом он намного дешевле в обслуживании с точки зрения требований к команде и так далее. То есть есть очень много преимуществ, которые позволили нам достаточно эффективную платформу написать. Учитывая, что, в принципе, я написал несколько платформ, был продуктом к этому времени нескольких платформ, я знал, что я хочу сделать. Позже ко мне присоединились очень сильные ребята, которые просто взяли и, скажем, просто я бы сказал, залевериджили, увеличили масштаб, да, там, того, что у нас есть. Вот. И поэтому на сегодняшний день у нас есть два крыла, как я сказал, это такая сервисная услуга, которая по факту помогает брокерам наладить их математику, и вторая часть, это, как я сказал, это технологии. Вот, технологии — это наш такой второе направление, которое пока что еще, может быть, не столь замасштабировано, но, тем не менее, у нас есть
Мы очень позитивно смотрим в будущее, вот именно с точки зрения этого направления. Наверное, глобально вот. Ром, спасибо тебе огромное за интро. Мог бы еще буквально в паре слов, потом мы уйдем еще немножко вглубь, все-таки вот описать основные сервисы, которые Your FinTech дает бизнесам? Да, первое – это консультация, скажем, консалтинг по ревеню и математике, то есть по риск-менеджменту в целом. Второе – это аутсорс риск-менеджмент отдела, да, то есть для стартапов, как правило, это подходит, ну и для established, на самом деле, бизнесов также, потому что есть очень Что много. всегда ассессмент со стороны, он очень полезен вообще. Именно, да. И тут важно сказать, что индустрия на самом деле брокерская, она достаточно закрытая. То есть мало кто готов вообще пускать в свою внутрянку каких-то внешних людей. И я тебе скажу, что мы были, когда я начинал это, мне многие ребята из индустрии говорили, что да никто тебя не пустит туда, ну это все закрытая тема и так далее. Ну, то есть все очень сильно оберегают вот этот вот свой риск-менеджмент отдел. Но, тем не менее, мы были, да, одними из первых, может, даже первыми, кого начали пускать. После этого мы даже публично начали какие-то вещи освещать и просвещать даже дилеров, потому что я осознал, что на самом деле 90%, даже не просто людей в нашей индустрии, а 90%, в принципе, людей в целом, они не очень погружены в то, что они делают, в свою работу. И наша индустрия – это не исключение, как и любая другая. Вот, и поэтому мы поняли, что, знаешь, отсутствие какой-то публичности, отсутствие какой-то прямой коммуникации открытой, это не преимущество индустрии, а скорее недостаток. И по факту вот существование у нас есть еще комьюнити Dealers Connect, о котором ты сказал в начале, оно подтверждает то, что вот эта открытость, она была нужна индустрии. Это не просто открытость, это открытость, прозрачность, когда мы просто можем абсолютно четко сформулировать проблемы, которые перед нами всеми стоят, риски, которые мы все несем, и как с ними можно работать. Это по факту не оголение своих слабостей, это скорее просто принятие, признание, категоризация там, той среды, в которой мы находимся. И это, соответственно, нам позволяет применять и принимать правильные решения, осознанные, и быть, ну, скажем, держать просто репутацию этой индустрии на более высоком уровне, нежели она там была 10-15 лет назад, когда все было как Дикий Запад, все закрыто, никто ничего не понимает, и там владельцы бизнеса просыпались с утра и видели какие-то цифры, какие-то убытки непонятные, и Не понимали вообще, что с этим делать. откуда это, что происходит, да, и что с этим делать дальше. Так, спасибо, Ром. Ты знаешь, что у меня традиционная рубрика факапов. Это второй вопрос. Это вот там 2-3 самых ярких факапа, ну, либо каких-то сложных ситуаций в жизни, которые трансформировали тебя и твой бизнес. Вот давай на эту тему тоже поговорим. Отличный вопрос. Я на самом деле часто этот вопрос задаю людям на собеседованиях, вот, но сам не готов ответить на него, потому что у меня вся жизнь и весь мой путь состоит из вот таких вот факапов, решений и так далее. То есть я уже давно не мыслю категориями, что есть какой-то у меня яркий факап, самый яркий или менее яркий. В целом, я бы скорее здесь хотел поделиться своими наблюдениями, умозаключениями, что приводило, например, там, к многим факапам, и чего можно было бы избежать, например, если бы принимать вот это в расчет, да, то есть и первое, что я бы Супер. здесь, да, вот первое, что бы я здесь назвал, это слушать себя, слушать свою интуицию, то, что тебе говорит твой внутренний голос. Очень часто
из-за того, что я очень чего-то хотел, например, я притягивал за уши там какие-то ситуации, какие-то вещи, каких-то людей, партнерство и так далее, игнорировал то, что мне уже там, знаешь, намеками там тебе все внутро говорит, заканчивай это все, не теряй времени, заканчивай. И вот это вот если мы будем слушать себя, нашу интуицию, которая на самом деле очень является нашим сильным инструментом, я считаю, что очень много ошибок мы можем просто не тратить на них время, скажем так. Это, наверное, первый самый главный момент. Второй момент – это принимать решения, ну, то есть рисковать, наверное, вот так вот я бы сказал. Рисковать, не бояться, не улучшать позицию и так далее. То есть это то, что мы называем, наверное, в бизнесе, там, тестировать быстро гипотезы без вот какого-то усложнения там самому для себя, да, то есть это здесь можно вспомнить, знаешь, высказывание часто, типа, вот если такой умный, почему такой бедный? Вот, то есть есть такая тема, как горе от ума, да, то есть она тоже, мы слишком много себе усложняем. Усложняем жизнь, Да, 100%. мы переоцениваем много вещей, там очень много думаем, и это нам мешает действовать. Но на самом деле нужно просто принять, что никогда не будет идеальных условий, никогда не будет идеальных ситуаций, просто принял решение, действуй. Знаешь, есть в английском языке классное слово analysis paralysis. Это когда ты, вот опять же, слишком закапываешься, слишком много анализируешь, и зачастую это всегда приводит тебя просто к тупику. Потому что Да. ты все равно не можешь знать все карты, да, ты не можешь знать все на 100%, если ты не доверишь там интуиции и просто там не прыгнешь в омут, ну, без вариантов не узнаешь. 100%. Вот. И здесь же я еще добавил бы, если ты принял решение, нужно его исполнять сразу. И не нужно тянуть, не нужно ждать. Опять же, не нужно улучшать позицию какую-то. Я сейчас говорю здесь в данном случае не только про риск, а вообще в целом. То есть у тебя есть там разные ситуации. Ты понимаешь, что не работает что-то. Ты понимаешь, что ты не получаешь ожидаемого результата, не знаю, от партнерства, от сотрудника или еще от чего-то. И если ты это понимаешь, и ты продолжаешь это все там, ну, keep it going, как говорится, да, то есть если ты продолжаешь не менять ситуацию, то ты опять же крадешь у себя время. Ты все равно, и причем, что самое главное, что вот такие вещи, когда ты что-то уже понимаешь, что оно не работает, и ты продолжаешь это все держать, оно, как правило, идет только в сторону ухудшения, ну, скажем так, итогового результата из этого вот партнерства, сотрудничества или еще чего-то. Вот я считаю, это тоже важный момент. Слушай, Ром, очень глубокая мысль. Ты знаешь, это ведь вот абсолютно на всех фронтах работает. И в личных отношениях, и в сотрудниках, да. Если ты нанял сотрудника и чувствуешь, что не идет, часто ведь мы боимся его уволить, да. Мы там вот, ну, дадим ему еще один шанс, потом еще один, потом... При этом человек же это чувствует, и он уже, по сути, смирился с тем, что его уже отстрелили, соответственно, у него КПД падает КПД в целом команды, это такой, знаешь, как клубок, да, последствий, которые, это, знаешь, есть же классное выражение у Дэна Кеннеди в жестком менеджменте, кстати, очень прикольная книжка, такая жесткая, с одной стороны, достаточно жизненная, и там нанимай долго, увольняй быстро. Знаешь, такой очень простой принцип, который вот у нас всегда все ровно наоборот, знаешь, типа долго увольняем и быстро в попыхах, черт, закрыть быстро, там гэп, быстрее, нанять кого-нибудь, чтобы мы там двигались дальше. А ровно наоборот надо действовать. 100%, абсолютно согласен. Да, я здесь добавлю просто, что действительно вот к тебе, к твоей мысли, что есть в целом, знаешь, вот такая тема в индустрии, что мы боимся, что кто-то скажет, что у нас текучка большая, там вот в данном случае, да, или еще что-то. Вот, и отсюда вытекает еще одна тема, это, которая, опять же, связана с самой первой частью, с первым тезисом, это ну, отталкиваться нужно все равно от своих ощущений, а не от того, от внешних факторов. То есть, если ты боишься, что кто-то подумает, что ты, например, какой-то не такой, то вот эти мысли от себя, конечно, нужно гнать, потому что они просто мешают и создают лишний шум. Да. Знаешь, Ром, я тут тоже на эту тему вот чуть-чуть бы порассуждал. Это вообще почему-то вот особенно свойственно
вот тем, кто выходец из СССР, знаешь, вот что подумает сосед, а что скажет вот бабушка Дуся там, а вот что скажет там какая-нибудь кто-то там на соседней клетке. Ну, то есть мы все время ориентируемся на мнение окружающих. И ты знаешь, это настолько глубоко в ДНК, что вот это у меня был очень интересный тренинг, когда я осознал, что всем вообще пофиг. Когда мы там пели песни в метро, знаешь, у меня голос, ну не сказать, что оперного певца, и я понял, что всем вообще плевать, как я пою, как я выгляжу. Ты знаешь, это такое было освобождение для меня. И вот я думаю, насколько бы было легче жить, если бы я осознал это раньше, понимаешь? Если бы я понял, что всем, если честно, похрен. Что ты делаешь, как ты выглядишь. Они о себе чаще всего в этот момент думают, как я выгляжу, а то как обо мне подумают. Ну, 100%. 100%. И в этом, конечно, есть большой плюс, например, для нас, да, сейчас увидеть, как в других культурах люди себя ведут, ощущают и так далее. То есть, в частности, Европа или тот же Израиль, например, я был там пару лет назад, я увидел, что подход другой действительно. То есть, если у нас подход такой, как правило, который ограничивающий, да, вот как ты говоришь, который сдерживающий, то есть там ты поперек батьки там в пекло не лезь, там, или, не знаю, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, там, вот эти все наши даже поговорки, они Вот да, они очень ограничивающий глубоко. характер, да, ведь носят. Вот, вот другая, вот те культуры, которые мы там назвали, хотя в Европе там тоже культур ну, очень много. Много. Мгм. Суть все равно в том, что я считаю, что мы можем взять для себя на заметку вот эти вещи, то есть это все-таки иметь больше внутренней свободы и верить в себя больше, чем, например, там, мы базово это делаем. Я считаю, что это вот то, что мы могли бы позаимствовать у наших соседей, так сказать. Ну, в данном случае я уже 100%. полноценный киприот, да, буду 100%. 13 лет на Кипре. Вот. Но, тем не менее, там все равно культурный код какой-то у нас сохраняется. Остался. Слушай, ты знаешь, я еще один вот элементик хочу сюда докинуть, это именно толерантность к ошибкам. То есть вот, например, американская культура, даже вот, знаешь, венчурная культура, да, если это у тебя первый стартап, получить инвестиции, ну, предельно сложно. Особенно, если у тебя не было там факапов раньше, если не было там провальных бизнесов. Понятно, сейчас, конечно же, есть там вот, ну, такие ребята, которые, ну, какие-то вот гениальные вещи придумывают, да, и которым, конечно же, тоже дают. Но в целом, если так оверолл говорить, то если у тебя были несколько провалов, то они с гораздо большим шансом и вероятностью дадут тебе инвестиции. И в целом, вот это вот, знаешь, понимание того, что человек может ошибаться, там, списывать долги, да, то есть быть банкротом, знаешь, в нашей же культуре, елки-палки, банкротом быть, это ж я же лузером каким-то буду, как я перед пацанами буду выглядеть, понимаешь? А там это норма, ну, то есть, да, это вот, ну, этап жизни, окей, закрыли, проехали, поехали дальше. И то же самое с бизнесом. Это вот тоже большая разница, и мне кажется, это очень классно, знаешь, вот не бояться перевернуть страничку и двигаться дальше. Абсолютно. Поставил стоп-лосс, пошел дальше. В следующий раз у тебя, ну, получится, если ты таких попыток сделаешь достаточное количество, то ты обязательно Вероятность выше, придешь. Да, даже ты обязательно статистически. придешь. Конечно, о чем и речь. Это же все математика, вся жизнь из нее состоит. Поэтому я абсолютно согласен здесь. Ну, нечего добавить сюда. Спасибо тебе, Ром. Смотри, я бы хотел вот поговорить вообще в принципе про финтех и про трейдинг, про вот, ты знаешь, вот, наверное, с чего хотел бы начать, немножечко, чтобы ты порассуждал, поскольку ты уже 15 лет глубоко в этом, вот какие ты видишь тренды, что меняется на рынке, куда он идет, какие тут интересные изменения происходят там с потребителями, с бизнесами, вообще с целой финансовой системой. Вот порассуждай на эту тему, пожалуйста. Мгм. Ну смотри, значит, что я вижу, это индустрия ритейл-трейдинга, да, вот я конкретно в ритейл-трейдинге, то есть если финтех говорит, там много разных направлений, есть направления, там, не связанные с рыночным риском, например, да, то есть там ну, меньше связанные, есть больше связанные, я буду говорить скорее про ритейл-трейдинг, это вот моя как раз стихия. И, соответственно, что я вижу происходит?
Это она трансформируется так или иначе, но тем не менее суть остается той же самой. То есть сначала мы видели компании, да, то есть это какие-то брокерские компании, там форекс-брокеры, которые давали возможность торговать с кредитным плечом и зарабатывать там в течение одного дня, либо заработать там себе x2, сделать x3, и также можно быстро и потерять. Да, соответственно, волатильность работает в две стороны. Вот. Через какое-то время, то есть я вижу, что индустрия, то есть когда я пришел, там, 10-е годы, это был просто, я не знаю, это был такой рассвет индустрии. После этого, какие-то 12-13 год, ну и дальше индустрия так или иначе потихоньку, ну, может быть, она была как минимум на плато. Ну, я думаю, что как к году 18-му она начала стагнировать уже достаточно плотно. Это связано с несколькими факторами. Первое, то есть появилась крипта, она стала популярной. Сейчас мы говорим про не просто про крипту как таковую, а вот про маржинальную торговлю в крипте. То есть появились те же самые механизмы, фьючи, там perpetual futures, какие-то другие деривативы, которые давали ту же самую волатильность, те же самые плечи, тот же самый возможность ту же самую заработать быстро или потерять быстро. Вот, и, соответственно, по факту это все воздействовало на ту же самую аудиторию, так или иначе, которой нужно было именно эта механика. Помимо этого, регуляция в Европе, ESMA начала достаточно жестко регулировать брокерские компании, то есть они порезали плечи и так далее, то есть очень много, скажем так, очень много бизнеса именно в Европе перестало, в принципе, существовать ритейлового. Вот, и примерно вот в это же время, там какой-то, наверное, к 20-м годам сформировался еще один такой интересный феномен, как проп-трейдинг компании. Ну, то есть мы знаем, что такое проп-трейдинг компании. Это те компании, которые торгуют, скажем, на свой капитал, нанимают трейдеров, есть там портфолио-менеджер, он следит за трейдерами, как они торгуют. И в целом, ну, в этой индустрии, как к ней, в целом вопросов нет. Но появилась индустрия, которая около вот этого проп-трейдинга построила еще одну. То есть и заключается она в следующем. Если, ну, то есть у них основной месседж такой: если ты трейдер, который хорошо торгует, приходи к нам, мы тебе дадим деньги в управление. То есть если ты, например, как брокер, говоришь, типа, если у тебя есть там $1000 в месяц на торговлю, вот приходи, клади это $1000, торгуй, заработаешь, проиграешь, ну, соответственно, все как бы честно. Проп-трейдинг, ребята говорят другое. Если у тебя торговая стратегия работает, тогда ты приходи к нам, мы тебе дадим такое испытание, челлендж. Если ты пройдешь его, то мы тебе дадим 10 тысяч в управление, предположим. За это ты должен заплатить нам $100. Вот, за эти $100, если, ну, и ты как трейдер вроде думаешь, так, хорошо, если у меня моя стратегия работает, то тогда я сейчас не буду рисковать всей своей там 1000, я $100 занесу, и у меня есть таких 10 попыток, и мне дадут 10 тысяч в управление, и вроде с этих 10 тысяч я буду получать минимум 70%, типа такой success fee. И вроде как для тебя, как для трейдера, все это кажется прикольно и заманчиво. И ровно в этом на самом деле заключается бурный рост этой индустрии. То есть она последние 3 года растет просто колоссальными темпами. То есть если там 20, наверное, первый год, 22-й, там было 20 этих компаний, ну, плюс-минус таких известных, да, как я только обратил внимание на эту индустрию, то сейчас их больше там 250. Вот, и вот, соответственно, вот эта индустрия, она по факту об одном и том же. То есть она о том, что юзер может принести какую-то небольшую сумму, но при этом получить в управление большую сумму и с нее заработать тоже, ну, как бы сумму намного больше, чем он по факту инвестировал и вложил. Вот, и вот эта индустрия, она по факту до сих пор растет, но вот на сегодняшний день есть, и у нее есть уже проблемы, которые заключаются на самом деле в том, что она, в основе лежит конфликт интересов между клиентом, между компанией, и, соответственно, очень вторая проблема, это вот, как я сказал до этого, это что
даже представители этих компаний, они, как правило, сильны в привлечении клиентов, да, трейдеров, например, в продаже им, но они не до конца осознают тех рисков, которые они несут сами. Да, то есть вот есть самые базовые, там, ну, есть очень много, на самом деле, базовых примеров. То есть вот ты вот даже вот в этой проп-трейдинг компании ты можешь сделать что? 4 аккаунта в 4 разных компаниях. В 2 buy, 2 sell. В 2 ты прошел, в 2 ты не прошел. Да, и дальше ты в тех 2, которые ты прошел, ты еще раз сделал buy, еще раз сделал sell. Да, и таким образом ты просто вот такой вот цепочкой из 2 примитивных Полностью себя обезопасил действий, по факту. да, ты по факту без рыночного риска просто заработал За счет этих как раз компаний. за счет этих компаний, да, ты заработал. Я сейчас привел самый элементарный пример, как это, ну, можно сделать. Но тут есть уже огромные комьюнити в мире, да, то есть там, которые по факту действуют как раз против слабо подкованных в математике вот этих ребят. Вот, соответственно, поэтому, опять же, индустрия сейчас тоже. Есть очень много компаний, которые закрываются, которые не понимают вообще, как это работает, и за счет чего вообще это происходит. Ром, я Вот. бы тут хотел немножко, знаешь, углубить, потому что мы же с тобой это до подкаста обсудили, чтобы ребята немножко в контекст вошли. То, что мы с тобой обсудили, что очень много, почему вот проблема, да, что часто есть люди, которые великолепно умеют продавать, гнать трафик, уметь очень красивый продукт упаковать, но при этом не понимают математики и как вообще все это работает. И, собственно, ровно про это ты сейчас и рассказываешь. И что очень важно в любой, наверное, индустрии, ну, как минимум, понимать хорошо, базово вообще, что ты делаешь. Да, именно так. И ты, ну, глобально, особенно ну, то есть в любой индустрии абсолютно согласен, нужно понимать, действительно, что ты делаешь, интересоваться тем, что ты делаешь, там, углубляться не просто там на первый, второй уровень, да, а на несколько уровней ниже, иметь возможность хотя бы туда смотреть. Вот, а особенно в финансовой сфере, потому что здесь мы говорим про то, что мы говорим про то, что это высокомаржинальная торговля, где высокая волатильность, в принципе, там, профита или лосса, да, которая может тебе создать, ну, какой-то, скажем, результат финансовый, без твоего даже понимания очень быстро. И вот, соответственно, это очень тонкий момент, за которым нужно следить. Просто для того, чтобы как минимум не получить финансовых каких-то убытков или же репутационных. Потому что если брокер, например, или проп-трейдинг фирма не понимает до конца рисков, приходит группа клиентов, которые понимают лучше эти риски, понимают лучше эту математику, они на твоих же условиях зарабатывают у тебя деньги, ты об этом ни сном, ни духом просыпаешься, такой думаешь, о, нифига себе, откуда это, что это вообще такое? И думаешь, что мне с этим делать. То есть, если ты не готов, например, нести финансовые, да, скажем, потери и отдавать, например, да, то, что было заработано юзером, честно, скажем так, да, честно, по твоим условиям, ты вот такие условия поставил, то, соответственно, эти компании по факту вынуждены просто ну, ухудшать условия для юзера, то есть там не отдавать деньги, не знаю, там придираться к чему-то и так далее. Это создает что? Это создает ну, плохой user experience, первое. Второе, репутацию компании твоей могут просто может закопать. И третье, это в целом индустрию, недоверие к индустрии вызывает. Поэтому Плюс еще глобально... личная репутация фаундера. Если Ну и вообще личная, абсолютно, конечно. Личная репутация фаундера– это тоже ассет, который нужно беречь. двигаемся дальше. Я просто думал, что ты это паузу взял. Нет, ну, относительно, да, относительно вот этой части в целом, ну, наверное, понятно. Вот, это, соответственно, что касается проп-трейдинг, да, Мгм. индустрии. Вот, и что я сейчас вижу на самом деле, это новые модели, новые бизнес-модели, которые объединяют в себе вот несколько разных подходов. Не буду называть сейчас имена, но скорее скажу, что есть, вот если, например, вот этот prop трейдинг имеет какой-то базовый конфликт интересов, есть
новые игроки на рынке, которые по факту осознанно ушли от этого конфликта интересов и ведут прозрачную, ну, как минимум, они ведут прозрачную коммуникацию с юзером. Они говорят, ребят, мы не, скажем так, мы не делаем того, что делают остальные. Мы по факту делаем трейдер competition. Они делают это по факту по принципу, скажем, как покер-румов, наверное, или еще что-то такое, game of skills по факту. То есть у тебя по факту есть трейдеры, которые между собой соревнуются, которые там составляют какой-то призовой пул, плюс эти призовые пулы могут как-то быть увеличены. И по факту вместо того, чтобы, скажем так, обманывать там ожидания свои, обманывать ожидания трейдеров, потому что, ну, на long run это не рабочая бизнес-модель. Они идут по принципу, первое, кстати, того, что мы сказали, то есть уход от конфликта интересов, да, то есть там немножко ниже ожидаемый там ревеню там для трейдера, но в целом зато он понимает абсолютно точно, что это прозрачная бизнес-модель, да, что тут нет конфликта интересов, и трейдер как таковой, то есть, ну, он адаптируется, и он поймет, что на самом деле, что только вот такие прозрачные бизнес-модели, он может там, ну, с ними какое-то продолжительное время работать вот в этой экосистеме. И еще одна очень важная, мне кажется, механика, которая появляется не только, на самом деле, в финтех-индустрии, это геймификация. Вот и я вижу вот в этом огромный потенциал. Первое, вообще во всех индустриях. Я вот смотрю, вот где только нет. Вот мы начали тестировать эти гипотезы с геймификацией на брокерах в Азии. Это еще было года 2-3 назад. И мы что сделали? То есть вот условно говоря, я не знаю, если ты когда-нибудь пользовался там апками, там Bolt, по-моему, они оба уже сейчас имеют, ну, эти доставка еды, да, вот они уже имеют геймификацию. Там, попробуй такой ресторан, попробуй сякой ресторан, сделай там... Баллы накопить, какие-то там фишечки. Да, и ты эти баллы накапливаешь, потом ты за этими баллами можешь платить, например, вместо денег. У меня там накапливается этих баллов, я там иногда вообще бесплатно просто еду заказываю себе, потому что я часто заказываю, как бы, да, и у меня по факту там накапливается. Я все равно заказываю так и так, понимаешь? И это значит, что, то есть я здесь еще параллельно что-то там зарабатываю, какие-то ребейты, да, по факту. Вот, но тем не менее я еще получаю какой-то такой вот экспириенс. То есть, тут... И элемент дофамина, и некое удовлетворение. Да, именно. И вот в трейдинге это тоже очень сильно работает, потому что по факту трейдинг это такая, знаешь, повторяющаяся тема. Ты постоянно ищешь вот этот тот самый грааль, который там все ищут, да, и пытаешься заработать. Если ты трейдер, то ты понимаешь, так, я все равно буду торговать, я все равно как $1000 в месяц я буду вот на это, грубо говоря, инвестировать, тратить. И те, кто дают какой-то дополнительный инсентив, я считаю, что они будут брать намного больше этого рынка, потому что они просто они отдают, на самом деле, то есть ребейты дают все, да, то есть, ну, там очень много компаний дают ребейты. Они либо дают тем, кто приводит клиентов, либо дают самим клиентам такие селф-ребейты, либо еще что-то. Но вот я тебе скажу, что вот у нас есть прям конкретный кейс-стади. Мы сделали вот эту систему, программу лояльности просто вот от начала воронки юзерской до вот ретеншена. То есть просто зарегистрировался, получил вот такой вот типа бокс, там, mystery бокс, как на Binance, типа, знаешь, или там Crypto.com, там, миссии, там, вот такая тема. Получил бокс, там, не знаю, в этом боксе реально понятные призы. Ты делаешь там с реальными вероятностями, с понятными, опять же, вероятностями. Никакой магии и химии, да, то есть там типа серии призы там от $1 до 20. Вероятность там $1, не знаю, там 85%, вероятность $20, там, 1%. Ну, там, ну, при этом все реально, да? То есть у тебя получается, там, каждый сотый получает там, максимальный приз и так далее. То есть и таким образом у тебя юзеры идут по воронке, то есть ты хочешь лучше приз, иди там пройди KYC, хочешь еще лучше приз, сделай первый депозит в течение 24 часов. Там, в зависимости от того, какой депозит, больше приз, меньше приз и так далее. То есть и ты по факту эту математику оборачиваешь, как бы, скажем так, в интерес юзеру. И что было вообще самым большим откровением, это во сколько выросли показатели вообще вот ретеншена и ключевые. То есть, да, для брокера это что? Это депозиты, там FTD, редепозит и так далее. И торговый оборот.
Вот эти показатели выросли там в 2-3 раза на дистанции там 6-8 месяцев, в 2-3 раза, блин, представь. Это же Офигеть. очень... Слушай, Ром, ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, и я начинаю сейчас анализировать, что я обратил на это внимание уже, ну, наверное, года 3-4. Особенно это ярко было в Web3, особенно в воллетах. Потому что там безумно высокий порог сходимости экономики, то есть тебе нужно нагнать там примерно, ну, по тем данным, которые у меня были, около миллиона юзеров, чтобы ты вообще начал окупаться. И поэтому там Customer Acquisition Cost просто феноменальный. И они вот начали придумывать кучу там вариантов, а вот что сделать, а вот какую-то плюшечку дать, а какие-то внутренние инсентивы, а вот там зарегайся туда, и там, ну, партнерские программы встроены и так далее. Я вот увидел это именно в Web3 в первую очередь. Ну, во-первых, сам рынок сильно просел, да, и они там прям выживали, прям очень им было тяжело, и они применяли кучу этих элементов. Вот как интересно, что это вот тоже сейчас в классический ритейл-бизнес, ну и финтех-ритейл тоже пошел. Это очень круто. А как ты считаешь вообще в целом геймификация, насколько она вообще применима для других типов бизнеса? И насколько целесообразно это применять? Хороший вопрос. Я считаю, что это супер применимо для ритейл-трейдинга, потому что это так или иначе трейдеры, геймеры и так далее, это все-таки очень похожие механики, да, там внутренние какие-то. И поэтому на трейдеров это отлично заходит. И опять же, может быть еще в зависимости от гео, да, то есть если мы говорим про, там, например, Азию, Африку, Латам и так далее, это... Азиаты, они вообще очень подвержены этому, это правда. Да, то есть это все там очень заходит. Может быть, Европа, особенно, знаешь, там какая-то Северная Европа, это будет не настолько зайдет. Мы не тестировали там. Вот. Но, ты знаешь, честно тебе сказать, я думаю, что это вообще, вот, когда я увидел Volt, да, то есть я знаю, что это было в Crypto.com, я знаю, что это было в Binance, я знаю, что это, ну, вообще в целом механика идет, знаешь, там вот FIFA, например, там, ну, на PlayStation игра. Я там играл, там у тебя паки, ты открываешь паки, там у тебя какие-то такие футболисты сякие там и так далее, и ты уже как бы, ну, это подсаживает, да, то Слушай, ну есть, ну, игровая больно, индустрия в этом больно. смысле прошла там, ну, на 100 шагов дальше. Особенно Да. мобилки, мобильные игры, особенно вот, это, Мгм. вот эти, которые с фримиум моделями, там же они Мгм. вообще на этом живут. Да, да, это когда космос вообще, то есть они тебя заставляют каждый день там чекиниться в апке, там еще что-то, то есть это просто, ну, это по факту ты управляешь так или иначе своей аудиторией. И что мы видим здесь, это то же самое, что мы по факту управляем аудиторией. Дальше, что я заметил от Волта, Волт доставка, они тоже управляют нами. То есть они нам говорят, закажи здесь, закажи теперь китайскую еду, а закажи теперь типа вот итальянскую. И они тебе могут дать инцентив больше, например, здесь, там и так далее. Я не могу Ачивки сказать, какие-то что дают, да, за это? ачивки, не, они тебе и ачивки дают, и реальные баллы, которые ты можешь использовать. Что же вот самое главное здесь в данном случае, это то, что ты, вот эти призы, которые ты получаешь, это не просто фантики, это фантики, которые ты можешь абсолютно понятно трансформировать в деньги, за которые ты заказываешь еду. Да, ты не можешь их вывести, например, за пределы Волта, но ты все равно заказываешь постоянно. Так это же Вот, еще одна гениальная идея, понимаешь? Это удержание внутри экосистемы. сто То есть это процентов. очень грамотно тоже сделано. 100%, да. И ты по факту этих юзеров, то есть это лояльность, это так или иначе программа лояльности. Вот, я просто помню, ну, и было много разных там программ лояльности от разных, ну, вот от разных компаний, скажем так. Вот, но суть в том, что я считаю, что это применимо очень много где, особенно если мы говорим про вот это вот новое поколение, там, зумеры, я не знаю, если там следующее уже поколение подросло, ну или нет, но я вижу, что вообще в целом вся геймификация, она в целом заходит не только э, трейдерам там или что, она заходит вообще во многих сферах. Больше скажу тебе, кстати, ты спрашиваешь вот про сферы. Я вчера общался с товарищем, у которого есть один из бизнесов в медтеке. Вот, и они, значит, их продукт позволяет, ну, то есть нацелен на постинсультную реабилитацию пациентов. Вот, и они, значит, добавили туда геймификацию, то есть у тебя там какая-то базовая, то есть игра, то есть какой-то игровой механизм. И человек, который там находится, ну, в какой-то там болезненном состоянии, он начинает, скажем, то есть он делает вот какие-то нужные упражнения, получает там какие-то ачивки и так далее, то есть и он незаметно для себя в игровой форме, Становится здоровым. да, он по факту, то Какой. есть делает то, что нужно делать, то, что ему прописывают врачи,
да, потому что сам, ну, как бы разные у людей бывают состояния, там, моральные, не знаю, там, эмоциональные, мотивация разная бывает, да, но любая играфикация, так скажем, да, она облегчает вообще любой процесс, и она тебе его делает более увлекательным. И вот поэтому я, когда услышал этот пример, я думаю, блин, ну, о чем мы вообще говорим? Мне кажется, только там Если вот это таких применимо здесь, то это применимо вообще. да, вообще везде, блин, Слушай, вообще. очень крутой кейс, Ром. Спасибо, что поделился. Классно, классно. Не, слушай, ну это точно, потому что в жизни вообще, ты знаешь, вот почему люди так любят там всякие MMORPG и вообще, в принципе, игры, что в жизни у нас вообще, в принципе, достаточно мало стимулов, да, вот мотивационных. То есть, ну, в лучшем случае, там, если мы там говорим про корпоративную жизнь, про личную, да, в целом стимулов-то мало. Ну, тебя там похвалят там раз в недельку, да, какой ты молодец, и то, если тебе повезет, да. А игра, она тебе вот эти вот дофамин, она тебе подкидывает постоянно, да. И в целом вот эти вот игрификационные штуки, они же тоже про это. Да, там, и особенно если ты еще на эти деньги можешь потратить что-то, ты еще такой, вау, я вообще красавчик. Ну, классно же. Да, да, 100%. 100%. Очень круто. Так, как ты думаешь, у меня тут еще есть всякие вопросики про регуляцию, но это немножечко не про то. Как ты считаешь, вот мы с тобой еще говорили про изменения в целом в индустрии, ты хотел рассказать про несколько и таких быстрых и сильных изменений на рынке, каких-то вот лидеров, которые выходят сейчас на арену, которых не было буквально год-два назад. Вот мог бы ты про них чуть поподробнее рассказать? Вот что происходит вообще в целом в индустрии, кто там наиболее прогрессивный, почему? Да, здесь есть несколько, на самом деле, направлений, действительно. Первое это, ну, давай так скажем. Из того, что мне было большим для меня откровением, это есть такая концепция, которая, ну, там, концепция, не знаю, там, продукт, который по факту заключается в том, что компании, так называемые финансовые компании, вместо того, чтобы предоставлять услуги трейдинга на традиционных, там, так или иначе, рынках, даже вот Форекс я буду сейчас называть традиционным рынком, вот, они предоставляют по факту те же самые механики, но предоставляют не стандартные традиционные инструменты, которые имеют какое-то отношение к реальным каким-то активам и так далее, да, а вообще, например, без привязки к реальным активам. То есть они генерируют инструменты по принципу случайных чисел, вот, и, соответственно, трейдерам это очень заходит, это очень нравится. То есть, по факту, если раньше мы думали, то есть для меня вообще не было понятно, то есть у тебя есть, например, там акции, там Apple, не знаю, там индексы какие-то, или там валюты, где ты мог предположить что-то, так, окей, там в Японии что-то произошло, там землетрясение, значит тогда, ага, индексы, их там будет падать. Ты можешь на этом там так или иначе попытаться заработать. Вот. А вот эти вещи, когда у тебя по факту инструмент генерируется по принципу случайных чисел, там даже как таковой аналитики никакой не применишь, да, то есть, Это ну, абсолютнейший рандом и математика получается, да? это абсолютный рандом, да, просто по факту там есть разные типы инструментов, да, то есть это может быть просто реально симуляция там так или иначе каких-то активов, либо же может быть там так называемый crash and boom индексы, когда у тебя просто инструмент там растет, например, постоянно, а потом хлоп там резко упадет вниз, да, то есть и ты вот должен либо вот период роста как-то попытаться монетизировать, либо, например, падение как-то там предугадать, но суть в том, что это абсолютный рандом, и математически ну, у тебя нету никаких оснований ожидать какого-то профита от этого. И поэтому, что ты можешь математически ожидать от этого, как трейдер, это просто вот получать тот самый дофамин, о котором мы с тобой говорили Слушай, до и, этого. и людям это заходит? Да, и людям это заходит, и это огромные компании сейчас, огромные доли бизнеса отжирают в целом у более традиционных так называемых компаний. Очень невероятно Поэтому просто. действительно это необычно, это, ну, я бы
я бы никогда не подумал, на самом деле, что просто у людей может быть к этому интерес. Вот, потому что, как по мне, так это уже, знаешь, сродни там казино или что-то такое, там, типа, ну, даже не беттинг. Там, если беттинг, ты еще там можешь на команду поставить, в которую ты веришь, ты, может, она проанализировал ее, как ты понимаешь. То есть это плюс-минус с какой-то реальностью там соприкасается, да. Но в данном случае нет никакой связи с реальностью, ты просто в реальном хаосе пытаешься найти какие-то закономерности. Поэтому это откровение, но тем не менее это растет. Это, ну, такой феномен есть. И больше компаний, все больше и больше вот в эту сторону смотрят и запускаются. Это откровение. Слушай, ну это правда что-то совершенно неординарное для меня тоже. То есть это правда, получается, по сути, как казино, только в трейдинге. То есть, по сути, люди Да, пытаются обмануть машину, да, которая имеет да. какие-то свои внутренние алгоритмы. Ну, то есть, по сути-то, если посмотреть вот так вот абстрагируешься, они и, в общем-то, и на классическом трейдинге делают примерно то же самое. Знаешь, там настолько много факторов, что в целом просчитать их ну, невозможно. Там все равно вот этот Абсолютно. элемент рандома, он феноменально большой. Может быть, поэтому людям это нравится, что это, в общем, то же самое, но только ты сразу понимаешь, что там просто полный рандом и какая-то математика, какой-то алгоритм внутри системы. И типа, Стоп. знаешь, я умнее алгоритма, знаешь, такой как бы мотив. Да, вот, кстати, твой комментарий относительно того, что даже стандартный трейдинг, особенно с высоким плечом, это так или иначе все равно рандом, потому что слишком много факторов, слишком большая волатильность и так далее. И даже вот не говоря о том, что у нас есть рандомный инструмент, мы все равно пытаемся найти закономерность в просто хаосе каком-то. И даже если ты, как трейдер, нашел какую-то закономерность локальную, да, это же не говорит о том, что эта закономерность будет продолжать подтверждаться на протяжении какого-то более долгого периода. Поэтому абсолютно согласен здесь с тобой. Просто тут нужно понимать, что есть мат ожидания, есть твое, да, то есть и ты, соответственно, должен от этого исходить. Вот, и, соответственно, да, это важный момент, что на самом деле и там у тебя есть огромный элемент рандома, но просто в одном случае у тебя хотя бы есть какая-то привязка к каким-то более-менее понятным конструкциям, да, которые в мире существуют, то в другом случае у тебя даже ее нет. Вот, и там приходится просто реально... Ты должен, ну, понимаешь, одно дело, как... Это чем отличается, наверное, вот эти две аудитории. То есть это одна аудитория, она все-таки какой-то мыслительный процесс сюда закладывает, да, какой-то, не знаю, там, и ощущают себя там трейдерами, там, и так далее. То вторая аудитория, она даже не, мне кажется, по ощущениям, она даже не считает себя там особо трейдерами. Им, да, может быть, даже это и не надо. Ну, особенно вот в этих инструментах, о которых мы говорим, да, то есть crash and boom. Ну, у тебя абсолютно рандом. Оно и растет или оно упадет сейчас. Это то же самое, что в казино. Там, ты сейчас тебе повезет или не повезет, ты не можешь этого никак предугадать. Вот. И что тебе нужно по факту делать и там, чтобы потерять свои деньги, это просто сыграть достаточное количество раз. Все, потому что у тебя есть всегда вероятности, да. Это, кстати, то же самое, что и в геймификации. То есть, если мы говорим про геймификацию, у тебя тоже есть вероятности. То есть, если ты, например, вот как мы говорим про эти мистери-боксы, мы там, например, если вероятность выпадения там самого большого, самого лучшего приза там в рамках этого бокса там 5%, да, то просто каждый 20-й раз ты статистически будешь получать самый большой приз. Все. Ну, это так и работает. Ну, просто тебе нужно достаточное количество раз открывать эти боксы. Поэтому глобально это все математика, просто желательно, конечно, ее там так или иначе понимать. Слушай, Ром, а вот знаешь, я сейчас в контексте нашего разговора сижу и думаю, а не наблюдаешь ли ты в целом казуализацию трейдинга? Ну, то есть из такого достаточно хардкорного инструмента, аналитики, там вот этих всех сложных просчетов, математики, анализа рынков, вот всего этого в такую сторону более простых, понятных, визуальных, более даже фановых инструментов в целом. Очень хороший вопрос. 100% я его наблюдаю. Я наблюдаю вообще в целом казуализацию не просто трейдинга, а вообще в целом всего, что мы делаем, да, если мы говорим там раньше. Самый простой пример, контент, который мы потребляем, да, то есть если раньше это были там какие-то книги, когда-то были книги, то люди читали там, да, и там типа из серии полностью Мне там нравится фраза «когда-то».
Да, то есть, ну, это была большая часть жизни, то есть там какие-то библиотеки собирали и так далее. Потом у нас были фильмы, да, то есть когда 1,5 часа или 2 или 3 сидишь перед телевизором, там все сидят, смотрят и так далее. Потом это были какие-то там сериалы более короткие, потом это были видео на Ютубе, потом это были в Инстаграме какие-то, не знаю, рилсы, шорты, ну, вот то, что сейчас по факту мы наблюдаем, да, то есть сейчас контент, он там типа 10, 15, 20 секунд, и ты уже должен получить весь месседж, все там, что автор хотел сказать за вот это конкретное время. Соответственно, я вижу, что в целом все ускоряется, также и трейдинг-индустрия. То есть, если мы видим, например, вот раньше были там платформы, там, да, и сейчас до сих пор там, наверное, больше, чем 80% рынка, да, торговых платформ принадлежит MetaTrader. Вот, MetaTrader — это такая, ну, legacy платформа там с огромной аудиторией, с профессиональными там какими-то подходами, с с большой экосистемой вокруг, там люди пишут индикаторы, советники, продают их друг другу, монетизируют параллельно и так далее. То есть, ну, она не очень user-friendly. И что мы видим там последний, например, с какого-то 18-го, да даже с 15-го года, я помню, вот уже началось. То есть все начали ориентироваться на упрощение приложений. То есть если вот MetaTrader — это такая все-таки олдскульная платформа, да, с крутой экосистемой, с крутыми фичами, с крутым перформансом и так далее, но люди начали требовать упрощения, то есть как бы понятные кнопки buy, sell, там типа им не нужно там 3 экрана проходить, чтобы сделать какую-то операцию, им нужно быстро это сделать. То есть я хочу там, я вижу, не знаю, там Apple делает презентацию новых продуктов, я хочу быстро зайти там, купить и все, как бы, и не надо, мне не нужен там флоу какой-то сложный. Вот, я думаю, что уже последние лет 10 на самом деле все идет в сторону все равно Слушай, упрощения ты для знаешь, я тут как предпринимателей. раз хотел еще один пример привести. Помнишь, был Робин Гуд? Конечно. Они Ну, же, он есть. мне кажется, что они как раз выехали за счет того, что это было супер просто. Что вот просто люди брали, инвестировали в определенные активы, да, и меняли, по сути, изменили же вообще подход к рынку и к трейдингу. Супер просто, и они же еще, по-моему, там комиссионную модель сделали такую супер привлекательную, поэтому я И думаю, что нулевые да, комиссии у них были вообще. да, то есть, ну, да, они же типа То есть пошли у них по как раз был такой. фокус на Gen Z и на новые поколения, а не на профессиональных трейдеров. Мне кажется, что вот это вот тоже одна из сейчас стратегий успеха в целом в индустрии. Но вот сейчас вот слушая тебя и анализируя то, что происходило, кажется, что вот это вот, ну, правильная ниша. Я абсолютно согласен. Да и вообще, ну, все, и Робин Гуд, да, у них там, кстати, еще другая модель монетизации, это вот по вот не только комиссии, да, то есть они. Не только комиссии, они вместо комиссий, они действительно, они по факту продавали данные о юзерах там, да, в какие-то крупные хедж-фонды, которые так или иначе использовали потом эту информацию. Но суть не в этом. Тут скорее я вижу это везде. То есть у нас есть, например, там Робин Гуд, да, то есть и сравни его там, например, с каким-то олдскульным брокером. Или, например, у нас есть там Да даже на интерфейс смотреть страшно, Coinbase. Ром. Да, именно так. У нас есть Coinbase, у нас есть Revolut, например. Кстати, вот сравни какую-то банковскую апку, например, Слушай, да, ну с надо сказать, что Revolut. даже Revolut супер простой, но при этом вот надо сказать, что классические там Binance, Bybit и прочее супер не юзер-френдли интерфейс. То есть Абсолютно. люди, кто не привык, вот у меня, знаешь, особенно люди, кто первый раз приходит в крипту, они матерятся, они вообще не понимают, господи, куда мне тыкнуть нужно, вообще что, блин, сделать? Вот как можно такой корявый интерфейс сделать? Это каждый мне говорит, понимаешь, и каждому нужно объяснять, показывать, вот, знаешь, степ-бай-степ гайд. Ну, то есть, блин, ну, ребята. Абсолютно согласен. Я тебе скажу, что не только для тех, кто приходит в индустрию. Вот я так или иначе соприкасаюсь там с криптой, ну, продолжительное время. И с трейдингом тоже. Я говорю, я сам лично сделал там несколько платформ простых, там посложнее и так далее. Там, но каждый раз, когда я заходил на Binance к себе, потому что там был самый большой набор инструментов и так далее, я каждый раз испытывал вот этот вот порцию стресса, блин. Меня напрягало это. Напрягали вот эти интерфейсы, напрягало, что нужно куда-то идти через вот эти какие-то, блин, непонятные кривые меню и так далее. То есть, и, соответственно, там, конечно, есть лайт-версия в целом, но она все Даже равно, лайт-версия сильно не упрощает. да, она все равно не решала как бы вопрос.
Вот, поэтому я абсолютно согласен. Ну, говорю, даже мне, человеку, который внутри индустрии, который все понимает и так далее, но мне не нравились эти user flow. Вот, поэтому абсолютно согласен. Я думаю, что это нормально. Все должно быть просто, не должно быть сложно. Зачем? У нас и так достаточно У нас сложностей. так хватает, да, сложностей в жизни, объема информации, который приходится вообще проглатывать. Слушай, Ром, а какую бы ты вообще рекомендацию вот дал ребятам, кто выходит на рынок трейдинга, вот если они хотят начать там свой бизнес и рассматривают вообще этот сегмент рынка, какую бы ты рекомендацию им дал? Да, здесь есть по факту, два подхода. Первый это так или иначе трейдингом интересуются многие люди. Я, в частности, это делал и торговал, и даже сейчас торгую. Но сейчас не торгую, скорее это buy and hold инвестиция, buy and hold, стратегия. Ходл. Ходл, да. Ходл без вот этого активного дейтрейдинга. То есть вот активный дейтрейдинг, на мой взгляд, это прямой путь к потере своих денег просто на какой-то дистанции. Вот. И что я хочу сказать, что если вам интересен трейдинг, то welcome, интересуйтесь и делайте это. Понимайте при этом, что в этой игре мат ожидания не на вашей стороне, как у трейдера, к сожалению. По факту мат ожидания на стороне того, против кого вы торгуете, можно сказать. Вот, и будь то брокер, будь то маркетмейкер, там, если мы говорим про там какие-то вот биржевые модели и так далее. Но суть в том, что все равно мат ожидания не на вашей стороне. Если мы говорим про какую-то, если вы постоянно вот колбасите там каждый день, там наторговываете объем, там сегодня закрыл, завтра открыл, там и так далее, вот это вот постоянная возня. Это не долгосрочная, скажем так, стратегия. Поэтому, если есть интерес к этой индустрии, если есть какая-то предрасположенность, можно этим заниматься, но ваша конечная точка все равно будет плюс-минус по другую сторону экрана. То есть, если вы хороший трейдер, то ваш путь не к тому, чтобы стать трейдером и лежать там около бассейна, да, и его там типа сделочки открывать. Это иллюзия, на мой взгляд, которая по факту, эти люди, кто вот так делают, это не трейдеры, это по факту интродюсеры, которые ведут, грубо говоря, свою аудиторию к брокерам, которые зарабатывают с этой аудиторией и делятся с этими интродюсерами. И их основной заработок это не то, Не что они выигрыш этих нажали, ребят. да, это не прибыль, которую они сами зарабатывают. Они сами рандомно, они зарабатывают, теряют и так далее. То есть вот их по факту. В чем их работа заключается? Это они вам показывают, что так легко это работать, торговать, ничего ни о чем не париться и так далее. Вот. И по факту основной их заработок это ребейты от брокеров, от тех клиентов, которые через них приходят в эти бизнесы. Это первое. И в итоге я к чему это все веду? К тому, что если вы трейдер, то ваша конечная точка в этой вот, скажем так, в этом пути, это в идеале открыть свою компанию брокерскую, где вы по факту будете давать трейдерам возможность торговать. Тогда вы можете рассчитывать на какую-то стабильность, вы можете рассчитывать на то, что математика будет на вашей стороне, но, конечно, при условии, что вы ее понимаете или имеете людей, которые понимают эту математику, на своей стороне. Вот, поэтому вот это вот конечная, так или иначе, ваша цель как трейдера, а не сидеть беззаботно где-то на пляже и там типа тыкать кнопку раз в день там и при этом вообще ни о чем больше не беспокоиться. Ром, ты знаешь, мне кажется, тут супер важная вещь подсветил. Это как раз одна из миссий, почему вообще я начал свой подкаст. Это, знаешь, вообще показать, что в принципе инструментов, что вот easy и быстро, их в целом вообще на рынке нет. Ну, то есть ни в каком бизнесе. Что бизнес — это long term, это подъем и падение, это всегда вот игра в долгую. И только на горизонте там 5-10 лет это может вырасти во что-то супер большое и кайфовое, где ты можешь экзитнуться и в целом сидеть где-нибудь там на бережку и попивать кофеечек.
хотя, ну, опять же, это выбор, да, каждого, насколько это интересно. И вот это очень важно понимать, что в любом бизнесе и в трейдинге тоже, да, вот оно быстрого нет. То есть оно можно, конечно, вот куш словить сейчас, но шанс, что ты послезавтра все потеряешь, он, в общем-то, ну, тоже практически, ну, очень высок, я бы так сказал. Слушай, у меня еще один вопросик. Вот в эру AI, как ты вообще считаешь, насколько, в принципе, инструменты искусственного интеллекта, ну, точнее, моделей, да, сейчас применимы, насколько они вообще, на твой взгляд, перспективны и интересны? Потому что как раз, если я вот лично, если честно, уже не верю в то, что человек там будет круглосуточно сидеть, следить там за всеми показателями, ну, просто потому что мы люди. Физически следить за всеми, ну, невозможно. И в этом смысле там инструменты АИ, кажется, что могут в этом помочь. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, в каком контексте? То есть в контексте трейдинга ты имеешь в виду? В том числе, конечно. Ну вот, я не то чтобы специалист по AI, но я так или иначе его использую, наша команда его использует, мы даже на самом деле в нашей торговой платформе внедрили AI, но как ассистента, который тебе может агрегировать данные, который может тебе подсветить что-то из, например, какого-то датасета, какие-то закономерности и так далее. Но я не верю в то, что AI может тебе заменить ну, тебя как профессионала. То есть, условно говоря, вот чем ты занимаешься, если ты, например, все вот делегируешь AI, то это будет вот работа джуна какого-то поверхностного, так или иначе. Вот в моменте это так. То есть что он может сделать? Тут мне нравится очень кейс, вот WUP, да, браслет. Вот здесь вот что у них, что они прикольного сделали, это они по факту добавили AI-ку в приложение. Эта яйка имеет доступ к твоим метрикам всем, там, как ты там спишь, как ты активничаешь и так далее. То есть и ты можешь просто в любой момент сказать, так, а проведи мне какую-то аналитику, например, там, по тому, как я за последние 3 месяца, например, там, восстанавливаюсь, ну, как у меня рекавери, там, есть ли какие-то закономерности между моим рекавери и между тем, что я, например, там, перестал заниматься спортом, предположим. И он тебе может вот в этой вот массе, там, достаточно быстро найти какие-то закономерности. Ну, это такая, как бы, работа, да, все равно не сказать, что она невозможно ее самому сделать. Просто ты ее можешь сделать, но ты ее будешь намного дольше делать. Я бы сказал так. И вот здесь AI действительно дает хорошее преимущество. Вот, поэтому для таких, знаешь, каких-то рутинных задач, которые занимают у тебя много времени, действительно это полезная тема, мы ее очень часто используем. И вот ровно в таком ключе мы ее сделали в нашей торговой платформе. То есть у тебя есть просто AI-ассистент, который тебе не говорит, как торговать и как куда там Ну, открывать дает тебе позиции. очень важные данные, на основании которых ты уже сам можешь принимать правильные решения. Да, он тебе как минимум может просто что сказать. Смотри, Сереж, ты слишком много открываешь сделок сегодня, там, по сравнению, например, там, с твоим стандартным поведением. Может, ну, там, все ли у тебя окей, как бы, например. Или же, ну, там, типа, может быть, тебе нужно паузу взять сегодня. Все, он может сказать, что смотри, ты, типа, начал больше брать на себя рисков, там, и так далее. То есть он может тебе какие-то такие вещи подсвечивать, которые ты... Или там, например, ты Слушай, можешь... на самом деле это очень круто. Это Да, очень и круто. тому... То есть, чтобы, опять же, исключить вот это вот, ну, то есть ты сегодня на эйфории, ну, не знаю, там, девушка там новая встретилась, там, ты там, еще что-нибудь произошло, и ты такой, вау, я там король мира, и понеслось. То есть он вот это вот нивелирует, вот эту вот именно эмоциональную часть, да? Ну, в частности, это, то есть ты Очень можешь ему круто. сказать, так, а расскажи мне, что ты думаешь о моем трейдинге там за последнюю неделю, например. То есть мы эту модель научили, мы сказали, что отличает хорошего трейдера от плохого и так далее. То есть что мы реально думаем относительно вот трейдера как такового. И там на самом деле достаточно простые все равно метрики. Да, это сколько ты тратишь, чтобы заработать $1, условно говоря, да, сколько ты сидишь, какие просадки ты выдерживаешь, чтобы, опять же, заработать $1. Если ты выдерживаешь просадку $20, а потом забираешь с позиции $1, ну, ты плохой трейдер. Ты не можешь держать лоссы, там, я не знаю, в 10 раз больше, чем ты в итоге забираешь, потому что ты на дистанции ты все равно потеряешь. То же самое здесь, да, то есть мы вот эти вещи характеризовали, и этот AI, по факту, он очень простой, он тебе подсвечивает, просто он твою дату анализирует и тебе говорит, то смотри, вот ты как бы, ну, на самом деле у тебя здесь вот нужно над этим поработать, но он не говорит тебе так, смотри, вот сейчас золото идет вверх, давай садимся в этот поезд, типа.
То есть он, конечно, такого не скажет. И я считаю, что нельзя даже пытаться от него это получить, вот эти вещи, потому что это чистый рандом. Слушай, спасибо тебе большое, Ром. Я, в общем-то, пока думаю ровно так же, хотя я верю в то, что в какой-то момент времени мы придем к полностью, ну, части, по крайней мере, яичных трейдеров или, по крайней мере, знаешь, неких яичных стратегий, которые могут также сосуществовать с реальными трейдерами. Ну, так, в неким таком short, middle long term, я бы, наверное, вот так сказал. А, ну что, Ром, я хочу спросить у тебя два моих завершающих вопроса. Первый. Если вернуться на лет 5 назад и дать себе, ну, там, 3, 4, ну, то есть вот тут, может быть, там 5 каких-то советов, что бы были это за советы? Сам себе. А, Хороший вопрос. Ну вот, на самом деле я тебе озвучил эти вещи, слушать себя. Во-первых, на самом деле научиться себя чувствовать, я считаю, да, то есть потому что мы очень часто, знаешь, там как бы обращаем внимание на многие внешние факторы, вот, а то, что внутри происходит, мы иногда склонны игнорировать или вообще, например, даже не замечать этого. То есть я считаю, это супер важно. Слушать себя и осознанность. Мгм. Да, слушать себя, чувствовать себя, дальше, ну, вот то, что мы сказали, принимать решения, рисковать, не думать слишком много, да, потому что если мы будем думать слишком много, то это уже начинается какая-то философия, которая будет по кругу нас гонять, вот, и отводить нас просто от реальных прикладных действий. Ну и, конечно же, это скорее совет мне там какой-то десятилетней давности, да, это тоже доверять, даже не то чтобы доверять, а выстроить очень хороший контакт со своими близкими людьми, там, в частности, со своей женой, да, со своими детьми, быть с ними вот в максимально тесном контакте, с ними общаться, то есть с максимальным интересом, и получать от этого удовольствие. Я считаю, что это на самом деле залог, это фундамент, который у нас есть, на который мы можем опираться в жизни. Ну, помимо вот двух других, да, факторов, которых я Ром, сказал. я тут вообще с тобой солидарен на 300%. Причем, ты знаешь, вот что интересно, что иногда даже 10 минут, ну, присутствие в моменте с ребенком, вот даже 10 минут, не отвлекаясь на телефон, не думая там о своем бизнесе, о чем-то другом, он может быть настолько важен и для тебя, и для ребенка, что даже вот эти 10 минут могут быть полезнее, чем 3 часа вместе с ним, но где ты сидишь в телефоне и думаешь там о своем бизнесе, еще о чем-то, а при этом ты думаешь, ну я же с ребенком, блин, сижу. И вот лучше выделить какое-то небольшое количество, ну, фокусного времени там с близкими, чем вот так вот пытаться параллелить. Ну, вот, по крайней Да, мере, то, что я там осознал за абсолютно. последние тоже несколько лет. Абсолютно. Качественное время, да, это must have. И Все оно, понимаешь, остальное это это же такой вторая. вин-вин. То есть это и тебе кайфово, вот что ты вот как бы вот чувствуешь, да, там ребенка, там жену, и они это чувствуют. То есть это вот, ну, Конечно. такой классный, классный вин-вин. И я с тобой на 200% согласен, что, ну, семья — это некий базис, который позволяет нам, ну, лично мне точно, да, там, двигаться вперед и достигать гораздо большего. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. И это, на самом деле, да, самая большая подпитка с точки зрения энергии. Это вот настоящие, искренние и открытые отношения, которые мы с ними выстраиваем. Я считаю, что Сто это процентов. Спасибо тебе, что ты это подсветил, важно. это очень важно. И, Ром, последний вопросик. Если вернуться тоже, скажем, на там 3-5 лет назад и сказать себе несколько вещей, которые категорически делать не нужно. Интересно. Категорически делать не нужно. А, Да, слушай, хороший вопрос. Ну, давай подумаем, да, действительно, чего делать не нужно. Не нужно бояться вообще, на самом деле, особенно внешних факторов. Я считаю, что это не нужно... Кстати, тоже важно, мне кажется, не нужно слушать, например, там, да, слишком сильно людей, которые э, с-
общение с которыми, ну и вообще в целом, создает у тебя ощущение, что что-то с тобой не так, например, да. То есть я считаю, что это очень важно. Это заряжаться друг от друга положительной энергией. И вот, соответственно, если ты не заряжаешься от кого-то положительной энергией, несмотря на все предрассудки, да, то есть вот кто бы это ни был, нельзя идти против себя. Я считаю, что ни в коем случае нельзя идти против себя, против своих ощущений, против своего мировосприятия, против своих, ну, в принципе, опять же, они могут меняться, но тем не менее, да, то есть если у тебя есть устоявшиеся базовые принципы, которые понятны и адекватны, вот, вот я считаю, что это самое главное, не идти против себя, наверное. Может быть, повторю мысль, если я уже говорил. Не, слушай, это настолько важная мысль, что, мне кажется, ее можно 100 раз повторять. Потому что когда ты ее осознаешь, начнешь реально применять, мир и жизнь поменяется. Рома, спасибо тебе огромное за искренность, за там огромное количество мыслей, инсайтов, которые 100% очень могут быть полезны ребятам. Спасибо тебе за твое время. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, Сереж. Желаю удачи тебе и твоим зрителям. Если что, обращайтесь. Спасибо, Ром.